Итак, мы приступили к финишному, завершающему этапу нашего солярия. Почему солярий? Я ранее говорил, что в Испании очень много солнца, но поскольку она находится в горах и очень много разнонаправленных ветров, то есть ветра здесь бывает и 3 метра, и 20 метров в секунду. И вот как сейчас видите море, а ветерок сюда дует. Значит, что мы придумали? Мы подняли на высоту 1,40 м. Наше ограждение, у нас здесь будет на сплошную стоять стекло, и получается, когда такой момент, что да, жарко, да, ветер, и у моря не посидишь, а вы приехали сюда на какую-то несчастную недельку отдохнуть, отвалили кучу бабок, да, вот чтобы вам было комфортно, мы находимся, город Бенидорм, Испания, отель София, вы приходите сюда на солярий, у вас здесь будут лежать шезлонги, возможно, здесь будет джакузи и места, где можно попить в баре и покушать барбекю. И вот здесь это стекло, она не даст ветру пройти, вы лежите, загораете, и великолепный вид на уровне птичьего полета на море. Возвращаемся к нашей террасе. Какими продуктами мы работаем? Не забываем, что мы команда из Латвии, любим свои продукты или проверенные продукты. Мы берем Тиффенгрунт от Polyline, винцентовский, наш. То есть мы в нем настолько сильно уверены, я знаю, как он глубоко входит в полотно и сшивает эти мелкие частицы. То есть если в нашей террасе сейчас образуется какая-то пыль, то после того, как я пройду Тиффенгрунтом, даже не надо ждать несчастных 12 часов. Через 2-3 часа он буквально схватит его. Вот, проходим мы Тиффенгрунтом. До того, как мы прошли Тиффенгрунтом, можно смотреть, какую работу мы проделали. Сейчас я смочу ее и показываю. У нас здесь вот такого рода кирпичик. У нас плоская крыша с разуклонкой. В Испании большинство крыш такого формата. Но поскольку дому уже он 60-го года, довольно много лет, то выветрились швы. Я какую работу проделал? Я сначала вымыл эту террасу, прогрунтовал ее, потом я зафуговал все швы. Видите, серенький такой цвет, это 122-я фуга. Он зафугованный весь, и здесь были дырки от всего. Например, здесь стояла антенна, здесь просто был поврежденный кирпич, и я их заштукатурил. То есть я взял специальный раствор, немецкий, сейчас у меня его нет, не назову его, Дурафикс называется. И прошел дурафиксом, зашпаклевал все эти стрёмные места. Потом, когда мы делали новый парапет, разумеется, мы делали врезку, и у нас сантиметров по 10-15, вот они, дырочки были такие. Вот, и получается, что мы его заштукатурили, дурафиксом прошли, зафуговали все вот эти щелочки, и сейчас я Тиффенгрунтом прохожу всю террасу. После того, как я пройду Тиффенгрунтом, пройдет немного более часа, и я приступлю вот к этой вещи. Это та гидроизоляция, которая используется в большинстве террас в Испании. Это сиковская гидроизоляция. Красный цвет соответствует цвету крыш. Знаете, как все черепичные крыши красные, вот они делают такой цвет. Но прежде чем я прохожу ей, мы привезли нашу технониколевскую. Смотрите, из России пришла технониколь 20, какая она у нас, 21. Это технониколь номер 21. Для чего она нужна? Значит, у нас здесь будут стоять шатры, и для того, чтобы поставить шатер, видите, мы вырезали квадрат такой 40 на 40, ставили туда пятку, сверливались в ригель, в колонну, которая стоит под ним. Дальше мы ставили квадрат, обваривали его, опять штукатурили, проходили дюрафиксом. И вот мне нужно сделать такую гидроизоляцию, в которой я уверен. Сика, я ей работал в Швеции, но мне нет к ней доверия. Поэтому мы привезли нашу российскую 21 номер Технониколь, прошли колонны сбоку, внутри, на случай, если какая-то капля по дереву будет попадать внутрь. Обошли все это Технониколем и смотрим сюда. Поставили новую воронку, забетонировали ее жидким стеклом, бетон. Я прошел этот квадрат Технониколем, а солнце его плавит, и он буквально кипит. Вот черную гидроизоляцию на плоскую крышу здесь, скорее всего, не положишь при их луче, который 50-60 градусов прогревает крышу. Но я прошел ее раза 2-3, она затекла в малейшую пору. То есть я, может быть, что-то не рассмотрел. И у меня образовался толстый слой, пройденный гидроизоляцией технониколевской. И вот сейчас наверх нее я на сплошную наложу вот эту сиковскую красным ковром. И у меня визуально сверху будет она вся монотонная, красного цвета, но особо опасные места, например, верх разуклонки мы проклеили рубероидом и прошли еще раз гидроизоляцией. И каждое соединение, каждую врезку, которую мы делали на этой террасе, мы нарушили пирог.
мы прошли тем материалом, вот в котором я уверен. Вот я в нем уверен, мы им прошли. А сверху сделаем ихними материалами, к которым они привыкли, чтобы верхняя часть, вокруг нас самые крутые отели, например, отель Бали, чтобы мы как-то не выделялись особенно, а были так же, как испанцы. С одной стороны, мы сделали качественную работу, а с другой стороны, в рамках испанского. Пришло время для той самой обмазочной гидроизоляции, сикерской, что я говорил. Честно скажу, я один раз в Швеции работал, и я не видел результата через год, 2 или 3. Но если я на аналогичные крыши здесь посмотрю, они все работают именно этой мастикой. Если посмотреть, то других здесь мастик как бы нет. Поэтому особо выделяться мы не хотели и делали все в один тон. Обмазочная гидроизоляция на этой террасе, она является финишной. То есть, повторюсь, весь набор. Сначала мы ее всю очистили, потом зафуговали, потом 2 раза прогрунтовали, потом места вскрытия мы забетонировали специальным стеклобетоном. После этого мы все прошли технониколевской гидроизоляцией. Те опасные участки, 3-4 слоя. Опасные участки — это место врезки под будущий шатер и места сливов. После этого мы финишно проходим эту гидроизоляцию. Причем это не валик и покрасить, а это густой слой, и мы забиваем буквально вот в каждую порочку, в каждую. После этого мы ее оставляем в покое где-то на сутки, и теперь мы приступим к монтажу регулируемых каменных полов. Так, на нашей террасе мы наконец-то приступаем к монтажу регулируемых каменных полов компании Росерва. Если вы не первый раз смотрите мои видео, то вы знаете, как я обожаю испанцев. Утопил бы их всех. То есть я очень люблю испанцев и обожаю их технологии. Но просто мне с моими мозгами они всегда непонятны. И я, конечно же, любитель критиковать испанцев. Не после того, как я приехал в Испанию. После того, как я приехал в Испанию, я их полюбил, конечно. А вот когда мне дают испанские продукты и просят с них сделать что-то качественное, у меня всегда с этим проблемы, личные проблемы, и поэтому все, что я дальше говорю, сугубо субъективно. Итак, регулируемые полы, как мы можем видеть, выглядит следующим образом. Это каменная масса, которая 0,33 на 1,20 м толщиной 25 миллиметров. Итак, монтируя данные полы, мы даем нагрузку на квадратный метр 55 килограмм, потому что 2 такие плиточки весят именно 55 килограмм. На что это чудо монтируется? Я вам покажу это регулируемое крепление. Значит, вот такая вот хренюшечка вставляется на вот сюда, просто банально, да, вставляется. И, чтобы недолго крутить, то есть она состоит фактически из 3 деталей. Платформа вставляем вот эту штучку. И фиксатор. Что нам дает фиксатор? Мы выкручиваем необходимую высоту, фиксируем его на этой высоте. Значит, я говорю очень субъективные вещи, потому что, если честно, мы эту работу делаем впервые здесь, в Испании. И поэтому у меня есть внутренние страхи. Обратим внимание, высота у нас здесь составляет 20 сантиметров. Нагрузку я уже говорил. То есть имейте в виду, что когда здесь на площадке соберутся 50 человек и устроить новогоднюю дискотеку, то будет какая-то вибрация. И вот эта штука, вот как ни странно, она на вибрации не рассчитана, она разбирается вся. Посмотрите, вот так вот. Но я вот так для себя думаю, неужели вот эта вот нагрузка может держать эту? Но это все крепления, рекомендованные заводом-изготовителем, они пришли в полном комплекте. Единственное, что меня немножечко парит, не существует никакой инструкции монтажа. Просто на пачке написано, что они не могут ложиться в шахматном порядке, а ложатся именно вот так. Если уж очень хочется, то перекрест плитки не может быть больше 15 сантиметров. Разберу эту штучку и покажу, на чем крепится 55 килограмм.
Такое может быть? Ну, это какая-то, скажем так, китайская подколка. Мне-то кажется, что если бы для частного интерьера, то посмотрите, вот это сочетание Лазурного моря, Испания, солярий и вот эта плитка, она безумно выглядит круто. То есть, когда я ложу, у меня такой кайф, я не работаю, я отдыхаю. Вот это работа. Но я от чего побаиваюсь, что когда вот такие кабаны, как я, придут сюда и начнут здесь танцевать, то мне кажется, что вот это крепление, оно ненадежно. Хотя вру. У нас, поскольку здание завалено на 25 сантиметров, то в конечной точке, от середины и к концу, у нас вот это крепление будет составлять от 7 до 10 сантиметров. Ну, там, может быть, оно будет все-таки покруче. Но вот здесь на такую длину, мне кажется, что-то испанцы слишком уж не заморачиваются над тем, чтобы как-то себя перестраховать. Поэтому, когда я ложу вот эту вот террасную доску из каменной массы, я здесь немножко побаиваюсь. Но я думаю, что это хороший будет эксперимент, поскольку я делаю все согласно технологии. Если действительно так все хорошо получится, то я очень бы рекомендовал вот этот вариант пола. И я объясню почему. Это огромная терраса, и у нас здесь будет домашний кинотеатр, у нас здесь будет барбекю, у нас здесь будет джакузи. И со временем это все будет модернизироваться. Для этого нам не помешают вот такие вот каналы. То есть мы сюда можем проложить сантехнические трубы, можем проложить электрические кабеля, можем положить кабеля акустики. И бог знает, что еще мы сюда можем положить. То есть вот эти каналы, они хороши. А то, что можно регулировать под любую кривую, косую террасу, это великолепно. Стоимость у этого творения, она колеблется. В зависимости от того, что вы выбираете, я имею в виду производителя и качество, минимум 55 евро, максимум 85 евро. Работа плюс материал за квадратный метр. Но выглядит она, я скажу, шикарно. То есть, если мы сюда посмотрим, это неподкупная доска, потому что она имеет свой рельеф, она имеет цвет, имеет гарантию от завода-изготовителя, что даже на 50-градусной жаре она не выгорит. А в Испании это очень важно, учитывая то, что мы делаем террасу солярий. Единственное, вот эти крепления, они меня пугают, если честно. Итак, вот эти вот крестики, они имеют толщину 4 миллиметра. И как можем видеть, они становятся вот таким образом, чтобы каждая последующая плиточка ложилась вот сюда. Разумеется, на 1,20 м 4 штуки мало. Мы еще ставим по краям вот здесь. Вот они сбоку, покажем. И когда мы ставим здесь сбоку, то нам этот крест как бы противопоказан. Смотрите, как вот где минус, а где плюс, то что это дешевая китайская хрень. Видите, как они отлично ломаются. Ну, я не знаю, это и радует, и пугает. То есть при монтаже это, конечно, шикарно, а без монтажа не очень. И она просто вот таким образом сюда монтируется. Дальше я разгоняю необходимую высоту. Уровень-то у меня стоит. И белой штучкой фиксирую. Все, зафиксировал, оставил. И уровнем ложу по диагонали. Везде можем смотреть, уровень у нас идеальный. На все 206 квадратов террасы. Тут пока получается все идти. Все линии выдержаны. И крестик здесь остается. Как сказал завод-производитель, то от нагревания эта терраса может гулять. Поэтому нельзя оставлять компенсационный шов менее 4 мм. Вообще рекомендуют 5. Только я не совсем понимаю, опять же, видимо, есть еще какие-то крепления с 5 миллиметровым таким зазором. Возможно. Но нам пришли с 4 миллиметровым. Итак, мы начинаем монтаж нашей террасы. Сказать, что она идет легко, я промолчу. Итак, мы столкнулись на нашей террасе с какой засадой. Сейчас расскажу. Если посмотрим внимательно, да, то мы уже выложили нашу плитку. И, казалось бы, победа близка, и сделаем работу быстро. Ни хрена у нас не получилось, объясняю ситуацию. Если посмотрим на наше здание, то оно не квадратное. Оно имеет форму ромба. И поскольку у нее есть такие выпускные балконы, вот мне четко диагональ не получилось найти. Поэтому мы вроде бы промерили, и у нас уголок был вроде идеальный. Но что такое идеальная плитка? Если в этой плитке ты на одной штучке уходишь на миллиметр, на второй на 2, на третий 3, то на четвертый там будет уже почти сантиметр. И у нас получилось так, что мы начали брать за основу вот тот угол, и вышло так, что здесь на выхлопе где-то 3 сантиметра щель. Разумеется, мы попытались ее разогнать. Плитка одна весит 35 килограмм. Это жесть разгонять эту штуку. И столкнулись с тем, что где-то на 5-м ряду у нас получилась щель почти в 1,5 сантиметра, которую невозможно разогнать. И мы таким образом себя загнали в тупик.
Поэтому сделали следующее. Если по нашей дороге пойдете, то внимательно надо запомнить. Мы центруем, неважно какое у нас помещение, просто берем центр и от центра гоним влево, выдержав там, чтобы у нас там не было боковой подрезки. А подрезка у нас пойдет со всех остальных сторон. Вот, увы, по-другому просто никак не получается. Надо сказать, что плитка за 70 евро, она своих денег стоит, она действительно идеальна, к ней придраться не к чему. Вот, поэтому чудовищная ошибка, идеальную плитку не выложить идеально. Так что, чем это чревато? Мы это будем делать не 3 дня, а 7. Но только не из-за этого, есть еще масса проблем. Сейчас идем к одной из них. Итак, что мы выяснили? Выяснили, собственно говоря, по надписям на коробке, что фирма, производящая каменную массу, это одна. А фирма, производящая вот эти вот супер крепления, она другая. Я уже показывал, какие они дерьмовые эти крепления. Но у нас еще беда в том, что у нас разуглонка. И это крепление, она допускает вот 1 градус, а у нас он 3. И это получается, что если сюда зайдет 50 человек и будет вот дискотека, а она здесь будет, то все эти крепления, они будут вот ходить, и получится вот такая фигня. Поскольку эти крепления ничем не прикреплены, то это большая проблема. Итак, у нас самые высокие точки, как мы можем видеть, 30 сантиметров. Вы только представьте себе, 30 сантиметров. Мы начали подкладывать обрезки кафеля с предыдущего этажа, и у нас сюда ушли все обрезки. Мы столкнулись вот с такой проблемой. Как мы решили выходить из нее, ну, чтобы особо там наших клиентов в долги не вгонять, взяли вот этот кирпич. Дерьмовый испанский кирпич. И, конечно же, модернизировали. Как? Закачали туда бетон. То есть все их выставили, 3 бетономешалки зафигарили на 350 кирпичей и залили. Вот он, монолитный бетонный кирпич. Ставим его сюда. Сюда мы капельку силикона, не пожалеем, и воткнули. И она у нас стоит. Разумеется, если мы посмотрим, то шататься она будет при дискотеке еще как, правда же? И эта ситуация опять утопичная. Что мы будем делать далее? После того, как мы на силикон поставим, мы возьмем вот этот вот крест и просиликоним 2 сантиметра туда, 2 туда, 2 туда. То есть у нас он будет просиликонен каждое соединение и соединение здесь. Далее, по всему периметру нам придется силиконить, чтобы ей, зараза, двигаться некуда было. То есть мы ее зажмем настолько, чтобы вот этой штуке лифт был, люфтик, ну буквально миллиметр. То есть чтобы она выдержала 1% давления, но не больше. Будет катастрофа. Поэтому, учитывая то, что это общественное место, на котором будет более 50-70 человек, нагрузка, ответственность увеличивается. Поэтому здесь все будет из расчета вот так, чтобы на дурака и продумано наперед. Ну что же, ребят, на этом наши работы по террасе закончены. Относительно этого производителя испанского, скажу так, я доволен. Единственное, опять же, надо понимать такую вещь, что мы делали отель. И отель — это такое место, где фактически на деталях не надо экономить, как мне кажется. Но есть бюджет, и здесь опять сталкиваются бюджет и качество. Ситуация следующая. Если бы крепления стояли бы оригинальные, которые должны были быть для этой террасы, то на этой террасе, в принципе, допустимо, чтобы здесь танцевало любые танцы, там 50 человек, никаких проблем нету. При этих креплениях, которые здесь есть, это тоже допустимо, но нужно их дорабатывать. Каким образом? То есть каждую плиточку по соединению на крестах нужно будет просиликонить дополнительно, и все плиточки нужно будет зажать специальными зажимчиками по периметру. Потому что, как ранее я показывал, само крепление, оно довольно некачественное, довольно слабенькое. И поэтому сама терраса для частного использования, она великолепна. И если эту террасу используют под дискотеку, под танцы, я боюсь, что через какое-то время начнутся маленькие проблемы, которые потом перерастут в более глобальные. Поэтому эту террасу осталось немножечко подготовить. Это уже дополнительная история. Когда она завершится? Тогда, когда будет установлена вся
световая иллюминация. Когда будут установлены все шатры, которые здесь будут установлены, вот тогда финишным слоем она заканчивается, и получается, эта терраса прослужит действительно долго и на века. Большой плюс этой террасы в чем? В том, что мы фактически сделали не вентилируемые, слышали такое, вентилируемые фасады, а мы сделали вентилируемую крышу. То есть луч солнца будет до 70 градусов прогревать саму террасу, а между ней будет где-то 15 сантиметров воздушная прослоечка. И она не даст нам нагревать крышу. И получается, если мы весь фасад обшили пенопластом и задекорировали, и сделали такого рода крышу, то это какой-то вот такой симбиоз пассивного дома или там энергоэффективного дома. То есть, конечно же, здесь нету холодов, но здесь здание нужно постоянно охлаживать. И для этого нам нужно, чтобы солнечные лучи не прогревали это здание, а термос держал тот холод, который вырабатывают кондиционеры. Тогда нам будет эффективно и экономично. Поэтому с этой точки зрения эта терраса действительно великолепная, я имею в виду с технической, а с эстетической любуйтесь сами, потому что о вкусах не спорят, но мне кажется, это терраса на миллион.